Как положено, в начале стрима поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Реализовываем план стійкости». Понятно, отсылает нас к, ну, очевидно, пиар-акции, тут некуда, нет других трактовок. К ОПшной пиар-акции представление президентом внутреннего плана на противовес плана перемоги, который был для, ну, для внешнего типа рынка, хотя тоже направлен на внутренний рынок скорее, но тем не меньше. Внутреннего плана стойкости. Я думал, будет красиво, я выпишу пункты, но я как начал слушать президента в парламенте, утратил всякую нить. Он говорит сбивчиво, запутанно, и в итоге у меня один пункт, а все остальное, ну там похуй, там понятно, что все хорошее. Стійкість информаційна, фронтовая, культурная, там политическая. Ну давайте по порядку, хотя бы с первого пункта начнем, потому что так получилось, что у меня просто все получилось как один протяженный первый пункт. Вот, ну понятно. Я не знаю, можно это, есть смысл, нет называть популизмом, ну, то есть за все хорошее против всего плохого. Но где-то оно, да, наверное, противоречит логике существующей, да, понятно, что где мы, где там контрактная армия, понятно, что сейчас это нереализуемо. Где-то там, я этого не услышал, даже у президента был пункт, говорит, я позаботился о том, чтобы всем детям в школе было бесплатное питание. Интересно, это типа всем-всем детям в школе или это типа только младшим классам? Хотел бы я вернуться в школу, где бесплатное питание, у меня было платное. Ну, тоже такой себе пункт плана, если задуматься, с этого питания ни холодно, ни жарко абсолютно. Может, блядь, не знаю, может всем просто это по косарю раздать денег. Хотя такое же тоже уже есть, да. Ну, в общем. Вообще, да, сам план стійкости приурочен, совпал с 1000-м днем войны. И тут интересно, вообще общественное мнение разделилось на то, наскільки доцільно и там какой совковый идиот, да, там как в Твиттере кто-то пишет из, ну как информативно представленных военных, да, политруков так, и так далее. И так, какой совковый идиот решил сотворить праздник из 1000 дней войны? Я вот задумался, на самом деле очень верно. В ВП подошли, очень верно, но уже такие настроения в обществе, что, конечно, уже не стреляет, но это лучший вариант, чем альтернатива. Я к чему, что очень верно в ВП подошли, что это не 1000 дней войны, действительно, а это 1000 дней незламности. 1000 дней стояния Украины выстояли, да. Ну, тут ваши отношения может быть разным. Тут просто вопрос того, какую государству выбрать стратегию. Типа, траур по поводу 1000 дней убийств и отсутствия перспектив каких-то. Это я сейчас российские ИПСО озвучу, если что. Или типа 1000 дней, как мы мощно выстояли их. Ну, выбрали они, естественно, стратегию 1000 дней, как мы мощно выстояли. Это правильное решение. Другой вопрос, что все у нас в государстве, это опять-таки там как-то полемизируя с политруками в Твиттере, все в нашем государстве, оно, ну, совковые источники имеет. Дали разнарядку, я чат забыл остановить. Дали разнарядку местной власти, местная власть дала вот этим всем сейчас, блядь, районо, гороно, ну, короче, местному образованию, все бюджетники туды-сюды, всегда оно имеет такой формат, всегда и везде, и так будет в Украине еще 1000 лет. Да, я к чему, что дали разнарядку, типа, ну, и там вот это вывели школьников, они стоят с какими-то, ну, там, демонстрация, стоят с шариками, и, типа, люди типа, там пишут в Твиттере, 1000 дней войны, они вот это так стоят. Это 1000 дней незламности. В этом плане они верную стратегию выбрали и безальтернативную. Представьте, как бы они, ну хуже, гораздо повлияли на социальное настроение, если бы это объявили, блядь, 1000 дней, блядь, войны. Какой грустный день, блядь, уже 1000 дней вот такой хуйни, полной неопределенности. Ну, в общем. Это я просто подчеркнуть такую маленькую деталь политтехнологии и недоцільність критики ее, да, что нецелесообразно критиковать за это неправильно. Неправильно. Ну, вы видели, наверное, что там в ВП, помимо этого, Ермак написал, что вот это меня тоже... Ермак запостил фотографию, 1000-й игрок украинской сборной. Типа, ну, футболка, бля, там номер 1000. Ну, вот такой плюс-минус у них взгляд, да, сталкер на геймпаде. Да, ви, наверное, видели, що кожна обласна військова адміністрація, обласна державна адміністрація, ну, в общем, вот эта исполнительная власть на местах, тоже их заставили снять бездушный абсолютно каждую область фильм,
Закарпатская область, 1000 дней войны. Ну, в общем, заставили снять такие бездушные типа фильмы. Это ролики по 30 минут, на которых, ну, когда я смотрел, было по 50 просмотров. Сейчас, видимо, по несколько сотен. Смонтированные под такую, ну, пафосную драматичную музыку. Ну, в общем, вот так держава решила это в целом, это да. Ну, понятно тоже, тут нельзя и этот момент отбрасывать, что это там для людей работа, да, снять эти ролики, типа, ну вот. Приурочено к 1000, как там, к дням революции в Советском Союзе, годовщинам, ну, вот так. Вот так, ну, предметно. Если говорить предметно, пункты плана. Меня заинтересовал, и я его только выписал, а все говорят, ну, я не читал реально, что президент каждый пункт описал как-то емко у себя в телеграм-канале президентском, да. Я не читал, я пытался посмотреть заседание в парламенте, что-то там с камерой было, как-то у нее какие-то вот эта строчная развертка, что-то там такое, в общем, все в каких-то полосках, я будто смотрел из 90-х. Хотя оборудование там очень дорогое у них, дорогостоящее в парламенте для съемки этого всего и так далее. Ну, в общем, и в итоге так получилось, что я выписал только один пункт, но он действительно самый важный — едность. Едность, а под едностью что скрывается? Под едностью, оказывается, скрывается политическая едность. Политическая едность. Сколько я об этом говорил? Президент повторяет меня слово в слово. С начала войны я говорил, что ключевой момент единство социальное, единство таким образом и политическое, и возможность использовать это единство как очень важный, очень ценный и очень тяжело зарабатываемый ресурс. Как жаль, блядь, что в их головы больные. Только на 1000-й день войны, блядь, пришла эта идея охуенная, уже понятно, от безысходности. Сейчас она в свинячьи голоса уже, ну, на поприще социальных каких-то, на поприще реально едности народу на початку війни, что-то пытаться ее возводить, как я сказал, очень ценный и тяжело зарабатываемый, тяжело выбарываемый ресурс, особенно в условиях существующей политической борьбы и в условиях проблем существующих, да, у нас. Понятно, что очень хуево таким образом. В этом есть какой-то политтехнологический промах. Я всегда говорил, что в офисе президента цинично там и так далее, но с точки зрения политики жестокой, да, и циничной, очень правильно в офисе президента выстраивали стратегию, что защищают президентский мандат легитимности какие-то типа арбитрарные органы, которые они через колено там разъебали. Типа не мы, Конституционный суд. Не мы, Конституционный суд, Высший суд. Они говорят, что выборов нельзя, и президент легитимный, президент легитимный, и парламент также. Это была правильная стратегия, потому что очень нехорошо получается в целом, да, когда ты читаешь заголовки о том, что президент сказал, что выборов не будет. Ну, то есть президент сказал сам, что меня переизбирать нельзя, да. Это, скажем так, ну, это у него есть здесь конфликт интересов, как ни крути. И это выглядит плохо, когда ты читаешь заголовки такие, да. Это просто, ну, пункт же посвящен политическому единению, политичной едности. И в его уже случае реально шаги к едности где-то ничего не дадут, и я не поддерживаю это решение. Но если о них говорить, то это там вот то правительство общее с оппозицией сформировать, да, как там они хотели когда-то, как в Израиле. Понятно, что это и я в эффективности этого сомневаюсь и так далее. Но это просто то, что обстоятельства хотя бы позволяют сделать. А вот такие вещи, что провозглашать политическую едность путем говорения того, что я легитимный, и я говорю, что выборов не будет, потому что я сейчас у власти, ну это так получается. Я сам не сторонник выборов абсолютно. Это просто выглядит хуево, да, и не может быть увесисто, да. Не может быть увесисто так, как когда они раньше говорили, ну вот смотри, Конституционный суд сказал, что я все порядок у меня и никаких нет вопросов. Чего вы от меня хотите? Вот, независимая судебная власть. Оно чисто риторически лучше звучало. Ну, понятно, что там уровень манипуляций тоже, ну, уши в трубку скручиваются. Некоторые политики, ну, понятно, нардеп Шевченко заехал на кичу. Некоторые политики в Украине уже, да, уже охуели и из своих эгоистических побуждений, из тяги к власти уже развязали политическую борьбу и ждут и требуют выборов из своих эгоистических побуждений. Они хотят, чтобы противостояние политическое такое же, как на телевидении, было в окопах. Ну, то есть уровень манипуляций, понятно, беспредельный, да, что нам нельзя политической борьбы не потому, что нет возможности провести выборы,
не потому, что будет какая-то критика непропорциональная, невыносимая для нашего государства моих решений, да, ну, в смысле президентских, если от его имени и нашей политики. Нет, все упростили до того, что люди будут ссориться на тему политики в окопах, и это подорвет нашу обороноспособность. Довольно тоже, согласитесь, манипулятивное заявление получается. Как и заявление о том, что политики, которые критикуют его, да, то есть, ну, под вот этой вопросом политической борьбы, требования выборов, скрывается критика, да, критикуют президента, что эти люди делают это из эгоистических побуждений. Это манипуляция в том смысле, что, ну а почему президент из эгоистических побуждений там не отменяет выборы, да, например, говорит, что они невозможны сейчас. Если его спросить, ну, точнее, он и отвечает, да, то он говорит, что это все заради Украины и майбутнього, и перемоги. Спросить тех людей, они ответят то же самое. В этом тоже есть проблема, в этом тоже есть, скажем так, манипулятивность таких убеждений, как и вопрос окопов. Я-то с ним не спорю. Мне лишь жаль, что это на 1000-й день войны стало понятно им, что, оказывается, если мы нихуя не победили на данном этапе, да, война идет. И более того, скажем так, есть определенные трудности с тем, что ключ к нашему выживанию, вопросы нашего выживания, вопросы нашей обороноспособности, вопросы нашего будущего, скажем так, они замкнуты где-то далеко в заокеанских кабинетах, да, где-то там, скажем так, наша страна зависима от того, что происходит там в высокой мере. Это, скажем так, изначально опасная ситуация, потому что самое надежное то, что ты сам контролируешь, то, что вот в твоих руках. А если что-то где-то далеко, это уже проблема, и ты это не контролируешь. Из этого просто можно было еще в начале войны сделать выводы, что, во-первых, эта ситуация опасная, лучше ее избегать, да, оказывания в ней, скажем так, того, чтобы в ней очутиться. Так и можно было сделать выводы о том, что, наверное, есть шанс, что может что-то такое произойти, да, что нам очень резко и очень сильно понадобятся внутренние ресурсы нашей страны. В первую очередь, конечно, вопрос политической поддержки, вопрос социального единения. И вот это словосочетание «социальное единение» я повторял очень много раз. Сейчас же мы слышим о том, что в окопах солдаты будут спорить на тему политики, так же, как по телевидению. Почему-то их не интересует то, что вопросы языка, да. Люди не будут спорить в окопах, так же, как они спорят в интернете и по телевидению. Это другое. То же самое, как и церковные вопросы. Там это тоже было пунктом, блядь, стойкости. Церковная автономия. Культурная авидированность вид Москвы там, и ну какие-то такие, в общем, вещи. Понятно, ну как бы в себе ничего не содержит это. Просто понятно, что тот курс, который был, он и продолжится. Там ничего революционного не предвидится, никакой перезагрузки. Из того, что я прослушал, я пытался выделить какие-то хайлайты. Вот это слушал. Опять-таки повторяли и как-то еще раз объясняли нам пункты плана перемоги того, который типа как бы должен транслироваться союзниками. Опять президент подчеркнул, сказал, что вступление Украины в НАТО первый и важнейший пункт, безальтернативное вступление Украины в НАТО и факт приглашения Украины в НАТО, это, он это проговаривает прямо и говорит, он на этом настаивает, что это, скажем так, это политический жест поддержки Украины. И он совсем не несет ничего за собой, да, серьезного, как бы рисков, да, для стран НАТО. Более того, он уж точно не несет в себе мгновенное применение статьи 5. И тут, ну вот, вопрос простой политический, как я его и тогда задавал, наверное, следует повторить про этот пункт, нахуй он тогда нужен? Ну, то есть, риски остаются все, репутационные потери, сложности, все остается, пользы нет. Сомнительные решения получаются. Нахуя нам там их политические какие-то, скажем так, шаги, если они не несут за собой. Мы тот этап политических шагов уже прошли. Война в полный рост идет. Уже как бы политическими не отделаться. С заявлениями, шагами, жестами. Какие-то нужны конкретные вещи. То есть, говорю сейчас как президент, конкретные решения потребны, да. Ну, в общем, нужно что-то физическое, да. И уж точно не политический жест, да. Хотелось бы, то есть там любое решение касательно Украины, оно тяжелое для Запада, ну, что вы хотите, демократические страны. То хотелось бы, чтобы эти тяжелые решения хоть какой-то смысл несли, а не просто тяжелое решение ради политического жеста, который нам никак не поможет. Ну, в общем, вот такие дела. Это просто еще раз повторить то, что уже было. Также президент уже более обтекаем, но тем не менее, касательно вопросов там каких-то сделок,
как сказать, компромиссов касательно территории Украины, уже без, скажем так, каких-то широких терминов, уже довольно точно формулируя, говорит о том, что не откажемся мы никогда, да, и никто нас не вынудит отказаться от прав на свою территорию, от прав на свою территорию, от притязаний на свою территорию. Ну, это мудро, это правильно он формулирует, очевидно, что ситуация тяжелая и нас вынуждает к этому. Действительно, от прав каких-то претензий вряд ли кто-то когда-либо нас заставит отказаться. И такое еще поищи прецеденты такие. Ну, в общем, вот так. Да, как я уже сказал про голодных к власти эгоистов, это мы уже говорили, ну, ни о чем. И жаль, что так получилось, как я сказал, жаль, что я так сформировал свой фокус, да, сегодняшний. В том смысле, что я много уделил времени, я это посмотрел, и понимая, и изначально как бы и неважность, и когда посмотрел, понял, ну, ну нечего там особо обсуждать, ну, это такой пиар-ход, да, широкий, да, масштабный, но тем не менее. Ну, так уж получилось, что так сформировал я свою оптику, так что извиняйте, да. Вообще, я слушал на ускорении, но очень, блядь, очень агрессивный тон был, очень агрессивный тон президента, он именно вдалбливал слова, вкрикивал их, блядь, прямо в парламентариев. Но, честно говоря, не помогло. Удивительно прохладно парламентом оппозицией было встречено. Вот я не видел, но говорят, народный депутат от «Голоса» Залезняк, наверное, один из таких популярнейших народных депутатов, сказал, что будто бы чат GPT писал этот самый план перемоги. Но он пацан прогрессивный, шарит за чат GPT, не президент, а в смысле нардеп Залезняк. Потом дальше, ну вы видели, Гончаренко тоже как-то критиковал в своей манере. Но тут такое, я не могу их в этом поддержать, конечно. Никак в этой критике. Потому что разные совершенно интересы у нас. В общем, да, очень агрессивно и очень строго он все кричал, и это произвело на меня гнетущее впечатление. Такое, что я, честно говоря, ну где-то до половины досмотрел, потом проскипал, думаю, ничего я особо не потерял. Ну, понятно, что еще производит немного такой эффект не самый приятный. Это то, что, конечно, все было, скажем так, на протяжении всего времени, ну, наверное, там конкретно минут 10, да, стояние и аплодисментов, блять, вот этих лизоблюдских, таких в стиле съезда КПСС, от которых, конечно, воротит, как ни крути. Я верю, что он мощные слова говорит и так далее, но они тоже должны понимать, как это выглядит и в каких реалиях, в какой реальности находится народ Украины, что им сейчас, блядь, вообще не до аплодисментов, вообще не до стоячих аплодисментов. И, ну, тоже оцениваю низко, как медийный прием, вот эти стоячие аплодисменты. Вот, и, ну, производила вид, оно еще и на ускорении особенно, если честно говоря, гнетущий. Я же говорю, вот всегда слышу, и почему-то невольно в голове вспоминается вот эта перебивочка из «Квартала», где и гром аплодисментов, я сегодня уже напевал, и гром аплодисментов, на 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это план внутренней стойкости, в общем и целом. Да, еще интересно, что президент тоже вот, я бы хотел, чтобы даже медийные приколы, да, имели силу в том смысле, что интеллектуальную, да, чтобы они были, ну, меняли подход. Хуй с ним, что на 1000-й день войны, но меняли подход. Что я сегодня услышал? Очевидно, перспективы, исходя даже из слов самого президента, где он уже про территорию говорит конкретно, что мы не откажемся от прав на территорию, уже так сформулировано, понятные перспективы, и смена власти в США, перспективы понятны. Перспективы, ну, опять-таки, многие их видели такими с начала войны, но кто-то сомневался. Кто-то, например, российская оппозиция, да. Сейчас же, ну, ставки Украины вниз. Тем не менее, президент рассказывает, что шансы Украины, да, в этом смысле, на разгром России вплоть до капитуляции, они, ну, сейчас выглядят менее реалистично, чем раньше. Я не берусь говорить, как они реалистично и для кого выглядели раньше, но это вопрос уже к российской оппозиции и их восприятии. Они там уже на что угодно, на какое угодно чудо молятся, только что-то в их поменялось ситуации. Но тем не менее, как факт, да, менее выглядит реалистично, чем выглядело раньше. Не берусь говорить, как выглядело раньше и для кого. Но тем не менее, да, президент говорит, что, ну там, типа, не Путин запускает ракеты, а он только создал условия, где российский темный народ нас, блядь, вот это истребляет, уничтожает. Так что, типа, российский народ говно, понятно. К чему он это говорит? К тому, что
российская оппозиция, да, мы там за ней наблюдаем, и мы хотим сказать, я хочу сказать, говорит президент, что кто хочет быть реально с нами, да, то тот должен понимать, что просто нет войне, нам мало, нам надо поддерживать то, поддерживать трибунал над Российской Федерацией и ее руководством, ну и типа вот это репарации и все такое. Я-то согласен, наверное, это хорошая позиция, ну, максимально нужная Украине, да, как хотелось бы. Но проблема в том, что Украина придерживается такого подхода во взаимодействии с российской оппозицией. Опять-таки, не переоцениваем важность российской оппозиции, но в условиях Украины, где уже всего мало, и действительно нужны уже и внутренние ресурсы, и ну вообще всем разбрасываться не стоит. Стоит все к себе как-то притягивать, со всем контактировать, потому что, ну, всего вообще посчитать на пальцах одной руки фрезеровщика можно, как у нас всего мало и каких-то надежд. Ну, тим не меньше. Тем не меньше, да, что мы имеем? На 1000-й день войны президент говорит, ну, по сути, констатирует не изменившийся подход Украины во взаимодействии с российской оппозицией. То есть он как был, таким и остался. При том, что очевидно, ну, то есть если как-то сухо, абстрагировавшись от оптики внутриукраинской, да, когда адекватно посмотреть на ситуацию, да, адекватно посмотреть на обстоятельства, адекватно оценить шансы Украины на перемогу, не перемогу, на ее перспективы в войне, то мы поймем, что как бы, ну, акции вниз, что называется, да, перспективы стали куда более неопределенные, куда более туманные, и очевидно, перспектива, если кто ее и видел ранее, исполняемой, перспектива полного разгрома Российской Федерации, капитуляции и судов, и трибуналов по типу Нюрнбергского, и ордеров на Путина исполняемых, да. Очевидно, что, я не говорю даже, что эта цель недостижима, она, очевидно, стала менее достижима, или, по крайней мере, видимость этой цели, она стала менее достижима, чем была в начале войны, в том числе и для российской оппозиции. Хотелось бы увидеть сейчас, ну, хотя бы какой-то новый и более, блядь, трезвый, более адекватно выглядящий подход, чем, по сути, констатирование того же, чего и было, с учетом, что оно в разы утратило свою привлекательность. И вообще сложно было, я всегда об этом говорил, сложно было объяснить мне для себя, да, почему российская оппозиция там изначально сильно поверила в это и так вложилась там капитально в Украине, чем подорвала сильно свое, вдруг там где-то, ну а российская оппозиция, она у нее вся такая специфика, да, она в изгнании и живет в надежде, где-то вдруг там может, скажем так, почва появится, да, кто-то там умрет, что называется, о чем президент тоже говорит, возможно, придется подождать смерти кого-то, ну вот там и в российской оппозиции, возможно, придется подождать смерти кого-то и типа потом там появиться. Ну так вот, они свои шансы, те, кто, ну, конкретно ввязался именно и сделал что-то большее, чем нет войне, да, в своих заявлениях, в своей политике, то они, конечно, значительно свои шансы реально сократили политические в том возможном будущем. Опять-таки, это их единственная задача — сидеть, блядь, тратить американские деньги, американских налогоплательщиков и ждать, типа, может быть, появится там что-то там. Они и с этим, конечно, не справились, удивительно. Я для себя узнал, опять-таки, благодаря Твиттеру. Я не знаю, возможно, это прикол. Но, походу, действительно, что в среди российской оппозиции, там вот медийно представленной, есть люди, которые думают, что типа их антивоенный марш, он стал типа причиной передачи Украине, ну, разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Я охуел. Ну, возможно, это прикол какой-то был, честно сказать. Потому что если действительно там есть такие люди, то, ну, я не знаю. Вывод только один приходит, чтобы посмотрели, насколько они, блядь, вообще, насколько это все бесперспективняк, и решили, что нет, тут только знищення, только уничтожение. В общем, это все к чему вел, что это меня на очень грустные выводы наталкивает, что нет понимания именно того, что нужны эксперименты, нужна смена подхода какая-то. Даже хуй с ним, что это просто номинальные лозунги, там, скажем так, которые имеют под собой смысл медийный. Ну, в общем, да, вот такие проблемы. Зря они таким разбрасываются, зря они так к этому относятся. Политика, тут дело же даже не в том, там, какая у этого ценность. Да невысокая ценность российской оппозиции. Это просто показывает, хорошо отображает украинское відношення до там возможных вообще каких-то ресурсов. Просто если мы посмотрим, то такая политика, она везде. Она и внутрішньоукраїнська в плані в отношениях с социальными настроями украинцев, да. Им на них похуй. На 1000-й день войны они кинулись, чтобы просто попытаться вот
какую-то припарку дать, ну, нихуя ж не изменилось кардинально, и никаких там конкретных перемен не проговорено. Якісь тайні додатки, понятно, что нихера не переменится кардинально. К тому же, ну, если честно говоря, поезд ушел в плане украинских социальных настроев, ушел, а впереди только тяжелые дни без света, которые никогда не способствовали никаким социальным позитивным настроениям. То есть там те хорошие времена и проебали те возможности. И я об этом тогда говорил. То есть для меня это было видно, для них почему-то нет. И, в общем, ну, констатирую грустный факт, что в плане, вот через этот хороший пример, никакой смены именно кардинальной, которая сейчас, ну, необходима, вряд ли спасет, но хотя бы попытаться, да, ее нет. Ну, а про российскую оппозицию я много раз говорил. Для меня их, скажем так, те решения, да, тех сил, которые там вот так конкретно впряглись за Украину, они для меня непонятны. То есть непонятно откуда, ну, наверное, от безысходности. Кто-то, я верю, что деньги из Киева, финансирование, для них это был вопрос. Но опять-таки, сегодня оно есть, завтра его не будет. Ну да, будешь ты сидеть в какой-то вилле крутой, но этим же все не исчерпывается. Ну, в общем, вот так. Ну и тут и жалко денег украинских налогоплательщиков. Я бы, наверное, российскую оппозицию не спонсировал бы да. Ну, в общем, вот такие выводы. Гром аплодисментов, в общем, и все тут. Да, и я, конечно, всегда говорил, что стоит как раз изначально просто стоило, сейчас его стоило бы уже точно поменять. Когда, как не сейчас, на тысячный день войны, на республиканцев в Америке, да, на Трампа в Белом доме, когда, как не сейчас, стоило бы поменять подход свой на «нет войне, нам, блядь, полностью достаточно, полностью исчерпывается». Но нет. Ну, в общем, короче, здесь все понятно. В принципе, я в их, скажем так, адекватности не сомневался или в ее отсутствии. Ну все, друзья, переходим к куда реально более важным вещам, так как какой-то они, ну, физический вообще аспект конкретный более имеют, драматически развиваются обстоятельства по поводу эскалации, да, в нашей войне. Ну, попытаемся просто по пунктам как-то пробежаться, чтобы сохранять какую-то хронологичность. И, ну, там была ядерная доктрина изменена, да, России, подпись поставлена под ней. Тоже вот, ну, понимая специфику, люблю это словосочетание, понимая специфику российского государства, особенности российского государства, тоже, думаю, не стоит переоценивать силу каких-то букв, да, и законов. То есть там это, ну, не так работает. Там все автоматически по закону не пойдет. Нужны решения, нужны решения. Это как я недавно смотрел, простите, да, стратег Диванного легиона. Смотрел его там какие-то, типа, топ-5 там мощных, быстрых, резких войн, да. И там одна из войн, ну, понятно, восьмерки российское вторжение в Грузию, да, ну, если можно так это описать. И вот он там рассказывает, что я разобрался, блядь, вообще-то там все почему получилось, ну, там он конкретно уже в своем сумасшествии преисполнился. Да, почему все получилось? Потому что Путин и высшее руководство Российской Федерации не знало. Это были типа низовые инициативы. Бредово, конечно, нет. Ну, уверен, что нет, и на то есть масса причин, да, и масса аргументов к тому, но сейчас не к ним. Хотел просто сказать, что вопрос именно слова. Однозначно оно там требуется высшего руководства Российской Федерации, и так везде, и с ядерными доктринами в том числе. И в этом смысле сила таких бумаг и бумажек, она очень сильно снижается в таких государствах. То есть стоит это расценивать, на мой взгляд, исключительно как такой медийный шаг, направленный на экспорт вне, да. Ну, то есть такой аргумент в информационных каких-то взаимодействиях. Ну, то есть к физической реальности и вероятности применения ядерного оружия, ну, я бы сильно эти вещи не связывал. Как бы это парадоксально не звучало, но я уже озвучил свои аргументы. Вы знаете, забавно тоже смотреть на стратега Диванного легиона. Походу, он, как все такие люди, которые занимаются созданием подобного контента, походу, блядь, становится совком таким сталинского покроя. Ну, по моим ощущениям, он там рассказывал, какой Жуков, бля, ебейший был. Ну, и там как-то так. Как-то так, да. В смысле, что он пополнит плеяду таких людей, ничего не говорю их таланте, но вопрос идеологической ангажированности таких людей, как Туземный совет трудящихся и так далее. Ну, в общем, это кому такие детали интересны, такая жизнь насекомых. Ну, в общем, да. И эскалация, ядерная доктрина, она была давно, да, то есть не сильно акцентируемся на этом. Да, и за эти дни что поменялось, это то, что два, ну, тогда был один, сейчас уже два, то есть каждый день стабильно пропущенный. Уже два удара было нанесено по международно признанной территории России западным вооружением. То есть первый раз это были вроде как вот эти баллистические ракеты Атакамс,
На этот раз это крылатые ракеты Storm Shadow. Storm Shadow, британская ракета, нужно сказать, что дает нам как бы подтверждение тому, что все страны, которые Украине передали дальнобойное оружие, западные, все разрешили его применять следом за Америкой, очевидно. Разрешили его применять по территории России. Очевидно, что на днях будет еще один у них пропущенный, видимо, да. Это тоже драмы добавляет нам. А вот что началось сегодня, да, вот это совсем уже драматичные моменты. Ну, классика вообще начала войны в Украине, да, правильно люди пишут, вайбы похожие, хотя, может, формулировки разные, потому что посольство, тряска посольств западных в Киеве. Решили они поддержать народ Украины и на вот этот тысячный с гаком день войны начать закрывать свои посольства, переводить их там на дистанционную работу, и, ну, это сильно подбросило тряски. Украинское суспільство сильно подбросило паники. Вот реально помогло создать почву там для российской пропаганды. И дальше тут у меня выписано таких уже там, блядь, завиральных нахрюков. Какой-то, короче, стратегическая ракета «Рубеж». Решил посмотреть чисто по приколу в этой статистике Гугла. На 1000%, видимо, из нуля выросло количество запросов поисковых из Украины, как я понял, на тему, что за такая ракета «Рубеж». Ну, это вообще уже дикуха полнейшая, и во многом такой накрут произошел благодаря вот этой реакции какой-то там западных посольств. Что у них там вышло, и что они такое знают, и что такое будет, я не знаю, блядь, реально не догадываюсь. Но это похоже на начало войны, хотя там разное было. Было вот типа признать Украину, там выпустить бумагу очередную, что мы говорим, что это не лучшая страна для путешествий, типа поскорее из нее уезжайте, если вы американский гражданин, и так далее. И эти все заявы перемешиваются с вот такими, это я просто вспоминаю, как было в начале войны, с заявами, что типа там мы пока что работать не будем, пока что дома посидим. Но тем не менее, не знаю, к этому относиться, о чем это нам должно говорить. Ну, наверное, будут удары по энергетике какие-то массированные, ни больше, ни меньше. Но как, скажем так, феномен, влияющий краткосрочно на настроение людей, создающий почву для всякого психоза, не выделить этого не могу тоже. Интересно, возможно ли как-то, может, как-то осторожно это делать так, чтобы это не имело такого медийного эффекта? Не знаю. Наверное, нет. Потому что если да, то было бы круто, если бы они это так делали, и не было вот такого, что там, блядь, ракета «Рубеж» будет испытываться. Даже не знаю, откуда это взялось, честно говоря. Я решил не интересоваться, чтобы проследить нить. Но вы должны просто тоже понимать, что для меня это все было как снег на голову, потому что я проснулся, света нет, я пошел делать сарай, потом я взял телефон, я охуел. В натуре охуел. В натуре охуел. Ну да, тоже не могу не сказать об этом, хотя, как я часто тоже люблю эту формулировку, переоценивать, наверное, не стоит и значимость, и влияние на реальную жизнь таких заявлений. Опять-таки, страна не та. Ну, то есть, озвучивал почему. Повторяться не хочу, но тем не менее, не могу не отметить, что буксует вообще Российская Федерация в смысле риторики, то есть там, ну, неоднозначно все. Неоднозначно все, что, наверное, как-то говорит о том, что, ну, блеф присутствует какой-то. Я в смысле о том, что разные везде мнения. Спикер Володин сказал, что, возможно, какие-то даже, это вроде бы он сказал, спикер Госдумы, сказал, что будут, возможно, даже применяться какие-то новые виды боеприпасов, оружия. Ну, как-то так, короче. Я не акцентировался, просто противоречивость заинтересовала. Картополов сказал, что, ну, они там сами себя накрутили. Картополов — это глава оборонного комитета в Госдуме вроде. Ну, он такой известный заявами своими сказал, что сами что-то они себя накрутили, мы, как всегда, из-под тишка подло въебем, и пускай трясутся, ждут, в общем. Понятно. И, ну да, Лавров был перед этим, да, ну, сейчас не знаю, уже есть фотографии, на которых не знал, что там так, прям на ракете написано «Шторм Шедоу». Ну, не перепутаешь уже. Но, тем не менее, да, Лавров когда-то сказал, это одно из первых было заявлений, что, ну, мы пока что, и тут вспоминается, конечно, анекдот про вот это про зону и баулы, что подожди, еще не доказано. Так и здесь. Лавров сказал, что ну мы еще не знаем, еще подтверждение не получено того, что Запад разрешил наносить удары своим оружием по Украине. Насколько бы вот было эффективно реально, если бы сразу, без ебания вала было это решение, было бы интересно тогда понаблюдать за развитием войны. Ну, в общем, вроде бы я здесь все сказал. Ничего, вот лучшее слово это описывающее драматично, реально драматично. Ну, думаю, итоги этой драмы, это моя сухая оценка будет, ну, блядь, без света. А то мы сомневались. И по времени подходит, просто уже снега, там уже и морозы.
Когда, как не сейчас, без света? Ну, думаю, ничего сверх этого. Ну, в плане, хотелось бы верить, конечно, потому что вот эти все там, блядь, рубежи, мубежи, ядерные удары, это, конечно, too much. Too much. К тому же у Москвы, ну, с одной стороны, есть шанс, да, вот неопределенность западной, американской, конкретно сейчас политики, переходное время, можно рассматривать как шанс. В то же время это их и шанс съехать, да, не отвечать, в смысле, коричневые линии признать коричневым и сказать, что, ну, это демократка подсирает, это демократка, реальный президент, он еще не вступил в правомощность, с ним-то мы договоримся, это сейчас, понятно, политический, абсолютно внутриамериканский политический какой-то рамс, майс, мы не поддадимся на такую подлую провокацию уходящих, проигравших демократов. Хороший шанс съехать без жестких последствий. Ну, в общем, вот так, и вопрос, что возобладает. В этом смысле есть противоречия, но, как я сказал, оно, как мне кажется, эти противоречия во всех странах, они типа имеют более глубокую себе природу, и в том смысле, что, конечно, люди, скажем так, разного взгляда на войны, на конфликты, то есть разной, можно это выразить, как там противостояние башен, башни войны, башни мира, но все, мне кажется, просто чуть сложнее, но суть, наверное, имеет в себе какое-то влияние, это оказывает по итогу. Хорошо, друзья. Интересно также, что ждем интервью Зеленского Фоксу, Fox News. Понятно, да. По сути, интервью Трампу. Да, очень интересно будет посмотреть. Говорят, что там уже какие-то фрагменты его появляются. Я не знаю, когда оно выйдет. Вроде когда-то сегодня. Если вы как-то там задонатите, сделаете, то мы бы могли его посмотреть, если оно будет иметь осязаемый вид. Интересно, что он там скажет, потому что все-таки понятно, что это какое-то обращение, да, и прямо туда, куда-то в сторону Трампа, и к аудитории республиканской. Очень правильно, что оно появилось, и очень было бы интересно его посмотреть, потому что оно должно быть трезвее, чем, блядь, вешанье лапши украинцам через выступление в украинском парламенте с аплодисментами по 100 часов и гром аплодисментов. Ну, вы помните, короче. Дальше, ну, тоже выписал, что страшная, откровенно, обложка The Economist, угнетающая, там, блядь, и ядерная, и ракеты. Понятно, что каждый умный человек скажет, что, ну, значит, рептилоиды уже все знают, и, соответственно, там и ракеты, и ядерная, то есть, ну, неизбежно будет, неизбежно будет. Ну, хорошо, будем ждать. Ну, угнетающий вид произвело. Конечно, не стоило, наверное, надеяться на, понимая специфику, блядь, люблю это словосочетание, многое им можно объяснить. Понимая специфику западных медиа, их отношение к Трампу, его власти и все остальные слова и эпитеты, которые они использовали, то, конечно, понятно, почему такая обложка. Ну, очевидно, Трамп, это полный пиздец будет. Трампагеддон, как я читал, Трампагеддон. Ну, в принципе, Трампагеддон они как-то и изобразили там. Поэтому, вот, понимая такой градус накала, то серьезно к этому не отношусь. Но все равно, вид угнетающий оно приобрело. Не хотелось бы, чтобы этот Трампагеддон, ну, по крайней мере, начал развиваться где-то с Украины, с меня конкретно. Очень бы этого не хотелось, честно говоря. Хотелось бы еще попыхтеть, пожить. Ну и вы знаете... Все, друзья, новостной блок заканчивается. Последняя новость. Остання новина посвящена небезызвестному просто мему, блядь, какому-то мему, и я до сих пор не верю. Я сомневаюсь и думаю, что это, ну, откровенно какая-то компания, а потом выяснится, что это четко наебалово каких-то ватных сил, там, русскоговорящих, ну и все подряд. В Украине, понятно, последняя новость посвящена так называемому гею-националисту, родом из Киева, который ездил к бойфренду, ну это уже Арестович пишет, ездил к бойфренду в Одессу и там подрабатывал мовным инспектором, доебывал людей за вывески. Вот, история там тоже, слово подходящее, развивается очень драматически. Этот мовный инспектор, ну то есть я не знаю, прости за хрюкаю, но душа рвется наружу. Я не знаю, нужно ли объяснять людям. Простите, холодно просто дома. Я не знаю, кто не в контексте, нужно ли объяснять, что в Украине появилось явление мовных инспекторов, то есть действительно социальная единость, она настолько пиздует из всех щелей, что у нас присутствуют языковые проблемы в стране, которых не было, но тем не менее. Да, появилось такое явление людей, как языковые инспекторы, ходят, доебывают людей за вывески, за язык, ну, в общем, за несоблюдение мовного законодавства, так называемого, которое вывески на русском языке запрещает.
Ну, в общем и целом, тут дело не в этом. Дело в том, что очень драматично эта история начала развиваться. Короче, этого парня, да, он, ну, не знаю, обычная прогрессивная молодежь, ну, как, не обычная, а специфическая, но повадки такие обычные. Качалка, оказывается, ментальные проблемы, которые всплывают, когда мобилизовывать начинают. Ну, в общем, там такая история была, что его, в общем, бусификували, то есть, в смысле, мобилизировали, чемно він прийшов на витидання, видимо, да. Но он говорит, что ничемно не прийшов на витидання, що українська держава и представники, они его подло похитили по-злостному, не допускали там все подряд, адвоката, его парня. Я думаю, они там угорали люто. Есть у меня подозрение откровенно, что, наверное, кому-то он доебался в Одессе лишнему, кому-то сильно влиятельному, и, наверное, какой-то, как бы, ну, скажем так, мысли материализовались у кого-то, у какого-то предпринимателя из Одессы, и что, скажем так, он сильно хотел этой бусификации, может, даже там как-то и деньги были замешаны, и вот она, типа, случилась, этого штемпа. Вот есть у меня такое подозрение. Ну, в общем, да, возвращаясь к контексту, в общем, его бусификували, и, казалось бы, все смеются, блядь, ну, все, типа, силы, которые не любят такой языковой активности. Да, вот бусификувал, и как грустно, он там ноет, говорит, блядь, у меня проблемы ментальные, у меня, сейчас скажу, блядь, психозно-монструозно, суицидально-депрессивный, тревожно-депрессивный розлад, у меня тиск, блядь, у меня мама там при смерти уже лежит, ну, короче, очень плохо ему. Все-то, блядь, здоровые. Ну, в общем, при этом доебывать людей ему это не мешало. И вроде бы, ну, как бы да. Но дальше начался вообще беспредел. Поехал он в учебку на Десну вроде как. И оттуда начал писать, ну, кто-то, че любовник с его телефона, че хер его знает, как он пишет. Телефон-то, он говорит, у него отбирают. Он начал писать, что мужики, короче, такое дело, нуждаюсь до такого-то числа в такой-то срок, значит, в сумме 500 тысяч гривен. Вот моя карточка, собираю, это вопрос жизни и смерти. Очевидно, да, он требует бабки на взятку, кто-то ему там в учебке сказал, что можно тебя списать там по болячке, видимо, этой, но надо заплатить денег. Это, ну, наверное, это нас уже, как жителей Украины, не должно удивлять, да, ну, average day, блядь, ну, то есть обычная реальность. Человек собирает публично на взятку, чтобы выкупить со сбройных сил, имея, очевидно, какое-то расстройство. Нормальный человек языковым инспектором, понятно, быть не будет, да, явно человек, блядь, больной на голову. В общем, короче, долго это все вам рассказываю. Да, после этого начался сущий кошмар. Бесконечные вот эти сосалки, собирающие деньги, блядь, поднялись на дыбы. Как так? Мы собираем деньги, деньги нам должны идти. А он, сука, не хочет воевать и собирает, публично собирает на взятку. Они кинулись жаловаться в техподдержку Монобанка, банк, который там, через который он собирал бабки, что, блядь, посмотрите, Штемп собирает деньги на взятку, блядь, чтобы не служить в армии. При том, что, ну, лучше бы они кинулись его из армии спасать. У него же, блядь, ментальные проблемы, он пишет, да, то есть как он там ВЛК прошел. Никто не говорит о том, что утиски украиномовных активистов, які за Украину болеют, как мочканули Фарион, царство и небесное, что тут кто-то, видимо, мне кажется, за деньги кого-то он там в Одессе доебал, и кто-то, возможно, как-то с военкоматом повзаимодействовал, и так сложилась судьба этого инвалида конченого. Этим вопросами они не задались, они сразу задались тем, что, блядь, он, типа, мы деньги собираем, мы одни должны собирать, а он не должен собирать. Растекся мыслью по древу, слишком много, наверное, вам дал контексту, да, потому что многие, я думаю, знакомы с этой историей, потому что ее Арестович на каждом шагу там расписывает, какие хуесосы, петлюровцы, посмотрите, как он жалко выглядит, какие они жалкие. Я напомню, людина работала на офис президента, уебала из страны, в СИЗО не села, все у него порядок. В общем, с одной стороны, да, вы знаете, всегда последовательно выступал и против языкового закона, еще до того, как это стало модно и так далее, и так далее. Понятно, что к такому человеку и такой деятельности я отношусь плохо. Человек сам, блядь, тупо карикатура. Гей, блядь, что-то там вот эта качалка, потом как армия, ну понятно. Болезни, блядь, там головокружение, тиск, мизг, блядь, здоровенный бычара, что-то там катается, блядь, по полу хуёво, ну, короче, выглядит это жалко, понятно, что я и сам бы рад потешаться, но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, мы же, блядь, наблюдаем, я хотел бы правового государства, я хотел бы уважения ко всем гражданам, независимо от их языка, да, ко всем гражданам, рожденным в Украине, я хотел бы соблюдения всех прав, я совсем не хотел бы, блядь, произвола, да, там, или убийства людей, как в том случае, да.
Ну, тут более там, да, убийство, это, скажем так, более противоречивая уже вещь, как бы это странно ни звучало, но тем не менее, речь не об этом. Я не хотел бы произвола, да, правового. Человек, очевидно, блядь, больной. Мне, скажем так, есть догадка мне, что, наверное, человека этого еще и по чьей-то просьбе упекают в армию. И, ну, мы понимаем, что это, ну, ненормально, это неадекватно то, что происходит, это никак не вписывается в концепцию правового государства, да, и просто потому, что он нам не нравится, радоваться этой расправе нет смысла, потому что, ну, очевидно, на его месте могли оказаться вы. Представьте какого-то любого другого активиста. Представьте активиста с другого довольно, кстати, забавно, что как с ним начались вот эти проблемы, да, именно когда он начал собирать на взятку, а это типа уже, ну, представьте, это токсично, уже бросает тень на, ну, на всю украинскую державу, от того все там возбудились, причем даже твиттерские политруки разные, да. Ну, потому что, ну как это, у нас в армии коррупция собирают на откуп, это ж пиздец. То они там даже не пишут, що він мовний інспектор, просто от такой гей був націоналіст, а сейчас уже не націоналіст, сейчас он просто уже переименовался в Инстаграме, что он там какой-то, ну, условно, геенко, да. Э, Просто раньше они о таких людях писали именно, что активіст, мовний інспектор, активіст, небайдужа людина. Сейчас они слово активіст не пишут вообще, блядь. Что же вы не пишете, что он, сука, активист, что он, блядь, сведомый все-таки? Ну, в общем, короче. И еще тоже вот страшно пугает, просто я понимаю, что, ну, невозможно не соприкоснуться где-то по точкам, но страшно пугает меня лично, когда я, не дай бог, ловлю себя на мысли, что я только что совпал мнениями с этими кретинами конченными абсолютно, людьми, ну, деградантами, абсолютно с людьми моральными уродами. Если мое мнение с их совпало, надо задуматься срочно, все ли правильно. Я лишь веду к тому, что не стоит, в общем, с этим носиться, это очень смешно. Это очень иронично, я до последнего, это очень иронично и драматично, я до последнего думал, и сейчас не покидает меня мысль, что когда-то там объявится человек, который скажет, блядь, мужики, все это был типа прикол постебаться, абсолютно это была ситуация прикольдесная, а вы на нее появились, ну, не верится, что такое реально могло появиться, хотя в конченности таких людей, которые там мовные инспектора, я не сомневаюсь, безусловно. Но тем не менее, я, короче, все веду к тому, что не стоит так этому радоваться, потому что то, что происходит, это неадекватно. Очевидно, этого человека по какому-то запросу туда зачпиндюрили, человека требуют деньги, возможно, он реально болен, опять-таки, нужно сохранять какое-то и милосердие, и гуманизм, несмотря на то, что он нам не нравится, и что он уебищий, и что если бы я оказался в такой истории, на меня бы, то есть там такие наклепы там всякие сделал, меня бы закрывали в армию, это же чмо, безусловно, если бы знала вдруг, да, оно бы, конечно, настаивало на каких-то казнях не египетским, от него такого не дождался бы я никогда, уебища. Даже понимая, конечно, эту мысль, стоит понимать, что наша держава, конечно, должна быть другой, и, конечно, хотелось бы другой справедливости, а не такой. Я легко представляю, как люди, любые другие, таких историй в Украине много, имеющих другое противоположное ему мнение из другого лагеря, уничтожаются точно так же державой, просто не так это комично выглядит абсолютно, поэтому не вызывает такого внимания, но из противоположного лагеря теми же инструментами задрачивается, и все тоже так же ходят, насмехаются, и тоже группа людей, естественно, там недовольна, что ж вы насмехаетесь, что ж вы, пацаны. В общем, это никак едностью не назвать, этот неадекват, до которого они за эти 3 года довели Украину, опять-таки, в начале войны, им, конкретно офису президента, все карты в руки, полный карт-бланш политический на Украину, им полностью объединенная этим вторжением страна, да, и это мы не первая такая страна, это социологически досліджено было, что они оставляют по итогу. Неизвестно, как закончится война, полностью разобщенное общество, что сильно снижает, ну вот цивилизационно даже его шансы, да, в случае краха государственности. Это, ну, никак как полный провал и полное неадекватное, непрофессиональное управление, никак по-другому это описать нельзя. И, конечно, как я всегда говорил, да, что все эти языковые вопросы, ладно, религиозные, языковые вопросы и их вот такие проявления в нашем обществе, как констатация, ну, очевидно, разобщения, поляризации украинского суспільства на таком поводе и появившиеся, да, они, конечно, ничего, кроме расстройства у меня вызывать не могут, ничего, кроме расстройства у меня не вызывают. Так что вот, хотел просто вам сказать, что, ну, оно, конечно, смешно, но вообще хорошего мало, если честно говоря. Так что надеюсь, что он там переосмыслит свою жизнь, блядь, послушавший русскую музыку в бусике, пока его везли, да, что там было, интересно, Корж или что, ну, я обычно, что военные, то обычно Коржа любят слушать.
Ну, в общем, надеюсь, что он немного переосмыслит, поймет, что Украина вообще, блядь, другая, и что держится она на плечах очень разных людей. Надеюсь, что говно с его головы вот по дороге вытечет как-то, и что, ну, его отпустят по этой дурке, и его страдания вот эти, которые он описывает, не знаю, приукрашивает, нет, они прекратятся, и что, ну, эта ситуация, может, его изменит. Хотя, на что я надеюсь, понятно, что оно, блядь, необучаемые. Ну, в общем, вот такие, друзья, истории, вот такие в Украине. Запомните, вот если это реальная история, вот такие в Украине драматичные, блядь, вещи бывают. Но я же говорю, друзья, не стоит себя обманывать. Не стоит себя обманывать, как и тогда с Фарион, опять-таки, Царство и Небесное. Не стоит себя обманывать, не стоит для самого себя выдавать и себя убеждать в том, что это, блядь, вот эта хуйня, это торжество справедливости сейчас, вот там, это нихуя не так абсолютно. Ну, в общем, вот. Это, я даже не знаю, как это назвать, когда публично такая акция проходит. Все, друзья, читаю чат. Спасибо большое всем. Пожалуйста, друзья, поддержите меня финансово, потому что мне очень это важно и очень мне помогает. Я сегодня вот крышу доделал сарая. Киньте там десяточку. Сделайте, сделайте, пацаны, бо я стараюсь все время думаю над тем, как бы, может, креативнее да пооригинальнее подать новости, так, чтобы вы, может, еще нигде такого подхода не слышали. Ну и в общем, реально, блядь, немало над этой всей хуйней думаю, поверьте, это полный кал, лучше над ним никогда не думать, а заниматься полезными, приятными делами. Креско, дякую за подписку. Первый вопрос. Денис, ты на хайпе сегодня или нет? Нет, так как сталкера у меня нет. Сталкера нет. Интересно, что там, друзья? Как вообще? Мне наиболее интересно, как там отзывы по сталкеру? Что говорят вообще? Мне вот наиболее интересно, как игра получилась. Бо ощущения такие, что рулетка. Рулетка. Может хорошо, может нет. Пытался открыть магазин в Стиме, чтобы почитать первые отзывы. Не открылось вообще. Ну окей. Игра выйдет через 3 года. Выйдет через 3 года. Пацаны, так похуй реально. Честно сказать, вообще, блядь. Сегодня целый день сидел, блядь, без света куковал. Вообще похуй реально. Реально похоже на метро. Вот я этого больше всего боялся. Бо я ненавижу метро. Ну, подарят. Подарят, может, кто подарит реально. Что сегодня, пацаны, очко играет или не? Блядь, у меня такие мигрени сумасшедшие, пиздец. Это каждый день, блядь, болит голова. И псохи, само собой. Псоха на первом месте. Ну, на втором, честно говоря. Да, в геймпассе, говорят, есть. В геймпассе есть, но не знаю. А повод игры в очко. Я хз проснулся в 18:00. О, ты пропустил основную тряску. Ну, как я понял. Хотя я очень на тебя похож, потому что я проснулся в 11, образно говоря, или 12. Сразу же света нет, и не было его до 6 часов. До 6 часов не было, и еще более того, это время я делал сарай. Сарай, ну как сарай? У меня, кто не знает, проблема с двумя сараями. В одном сарае впала крыша, в другом сарае... В другой сарай не подшит, в котором качки живут. Как меня этот качур заебал, вялый, дохлый. Ох, как он меня замучил. 2 дня уже у меня в хате живет, но сейчас нет, выгнал. Живет, воняет. Замучил. Я уже до такой дикухи дошло, уже витамины ему в рот заливать приходится. Так вот, и один из сараев, в которых упала крыша, ну завтра уже, сегодня на завтра передают снег, поэтому пришлось действовать. И я, короче, кое-как там эту крышу водрузил. Хороший шифер нынче делают, реально легенький, но более-менее еще можно как-то. Мать звонит, говорит по работе, а ты откуда, Кокосина, бо я забыл. Мать звонит, говорит по работе, сказали, инфа с самого верху, сидеть дома, не быть в людных местах. Отпустили всех по домам, это газовая контора. Вот, ты ж помнишь, я думаю, что первую половину войны такие вкиды, как сегодня, были регулярно, а потом затихло. Ну, частенько бывали. Полтавская, но я сам не там, родственники только. Ну, я верю, так у всех вроде напугало. Не, ну правильно, береженого Бог бережет. А вот это вы видели, Андрей Борисович Чермак написал, что Сталкер Тень Чернобыля бомба с геймпадом, блядь. Что-то я, бля, эта игра реально геймпад поддерживает. Опять-таки, походу из-за Сталкера у меня Steam, бля, вообще не работает. Он и так работает так себе. Блять, какие мне сегодня трешаковые сны снились, мужики. Это вообще, блять, полный ад, нахуй. Короче, снился, сука, нардеп Шевченко. Что я с другом проник к нему в хату, чтобы вымануть секреты.
И он типа уехал куда-то с братвой, ну, страшной бандитской. И пока мы начали какие-то секреты выуживать, он вернулся, и нам приходилось прятаться. Интересно, что с другом мы ездили на какой-то ужасной, э, такой, блядь, типа, знаете, итальянской машине 50-х годов, 60-х, 70-х годов, времен, типа, кризиса энергетического. Ну, типа, вообще, блядь, там 1 литр объема и такой, ну, типа, знаете, как из комедий, блядь, с этим, блядь, Жераром Депардье. Ну, короче, ну, вот такой. Ой, блядь, дичь полная, нахуй. И снилось такое, что, значит, ну, у меня как, смотрите, сарай, в котором качки живут, он внутри поделен надвое. Одна половина, ну, вы в селах были, видели такое. Одна половина, одна половина, одна половина. Это там качки живут, вторая половина, ну, разный сельхозинструмент, ведра, корма, все подряд. И мне приснилось, что качка как-то смогла, сука, пересечь эту разницу и попасть туда, где не загон качок, а другое место. Как-то типа за колонной, блядь, проплыла. Утром сегодня. Я прихожу кормить качок. Считаю, одной качки нет. Думаю, блядь, проебалась где-то, видать. Думаю, ну, блядь, хуёво, хуёво. Захожу я в сарай, а она реально какая-то качка смогла как-то, не знаю, как пересечь, значит, эту простер, блядь, ограждение, и как-то попасть в тот фрагмент сарая, где качек быть не должно, и впасть там в погреб и сидеть. Пиздец, короче, полный ад. Оця тема з сталкером плюс геймпад чисто проеб коммуникации. Ты понял, блядь? Я сразу прочел, думаю, бля, я ж тут сталкер играл, он у меня есть, он, блядь, геймпада нихера не поддерживает. Более того, играть на геймпаде там, ну это... Может, это понял, прикол такой тонкий, япешный, типа, блядь, на геймпаде. Не, ну я не знаю, может это фейк вообще? Ну вроде не фейк. Как... Ой, сука, клоуны кормят и кормят говном, кормят и кормят, вообще не успокаиваются. Сказал бы просто, молодцы ребята, блядь, там, что страну нашу продвигаете культурно, причем в таких современных плоскостях, да, мировой культуры, как игры. Не, блядь, надо нахуй выдумать вот эту хуйню, сука, клоуны. Ібани. Буде сьогодні новина про ІПСО, що більшість українщиків за мир в ціну концесії території. Це щось новеньке. Я видел Галогрупп там, блядь. Не будет, не выписывал, это и так нам понятно. Договорняк не снился, мужики. Шо вы, спасибо, Комдорчик, за подписку. Да, обсуждаем трэш всякий. Голова болит, блядь, пиздец. Цитрамон закончился, сука. Ну реально, а как ему не закончится, как каждый день пить приходится? Аспирин есть? Выпей 2 таблетки, если есть, плюс кофе, чтобы я сразу откис, да. Тебе он вообще помогает? Мне цитрамон 0 эффекта дает на уровне самовнушения. Ну, не знаю, говорят, что во многом лекарство это. Особенно что-то, что направлено на то, что боль прошла, что часто это вопрос плацебо. Но мне ибупрофен не очень помогает. А вот цитрамон всегда помогает от головной боли. Беда, донат Fortnite подорожал. Похуй. Бля, ну это жесть, пацаны. Я такой хуйни не люблю, что сны снятся, которые потом происходят в реале. Хорошо, что ядерка, блядь, не снилась, а то б я был на измене по вообще, блядь, капітальной. Я думав, що головна новина. А ти кажеш, що навіть не виписував. Про опрос українців, ну я просто не знаю. Разве это для нас не самая очевидная какая-то вещь была? Я на ней все время настаивал, когда мы те опросы анализировали. Опять-таки, надо хорошо разобраться в тонкостях социологичных, именно даже не проблематики социологии, а того, как они ее там, блядь, проводят. Бо я никогда эти огромные, сука, преамбулы не читаю. Там вопрос выборки, вопрос там вопросов, вопрос, блядь, ответов. Ну ты понял, да? То есть еще что-то я вот, ну те охуенные, там Разумкова, бля, и так далее, да, где там такие цифры, блядь, терпеть, будем, блядь, терпеть. И так далее. Что-то я его в обществе ни хера не чувствую. Вообще оно так не выглядит, если честно говоря. То вот, то поскольку я всегда это критиковал, тут даже не посчитал, типа, нужным выписывать. А касательно того, чи важливе, чи не, ну я так, скажем так, расставил приоритеты
В смысле траты своего небольшого количества времени. Я посмотрел добрую половину выступления президента перед парламентом. Не знаю, насколько оно важнее, ну, то есть, скажем так, в общем и целом, грубо говоря, да, то есть, в общем, скажем так, в широкой картине, то оно нахуй, конечно, абсолютно не важно. Чи то магнітні бурі на вік діють, та то уже, бля, пиздец, курить надо меньше и бухать. Ждем сон про победу, ну или в крайнем случае про договорняк. Мне тоже ядерка снилась много раз до войны. Ты знаешь, чуть-чуть будет про гея-националиста, но думаю, наверное, не с того ракурса, с которого вы рассчитываете. Ты уже спрашивал, я каждый стрим спрашиваю, просто меняется же немного картина нашей жизни. Ничего хорошего от будущего не ждем. Не, ну ты говори за себя, чувак. Люди там говорят, що. Ну от, читаю твіттер, да. Там дівчата пишуть, що вже все, ескалірувати уже українці то вже нема куди, уже нечего бояться им. Хотел бы я такого и оптимизма, и такого видения мира. Ну вот первое, что на ум приходит, вот ты, девочка, да, вот это в Твиттере. Завтра, газик в трубе. Пук. Все, пропал, газика нет. Электричество тоже пук. А вместе с ним и киевской канализации, и киевского водопровода. Вот ты сидишь нахуй в выставшей хате в минус 10, блядь. Все нахуй поразмораживал, все пиздец. И шо, блядь, ты будешь делать? Ну, это просто я не говорю, что так будет или что-то. Мне интересно ее мысли касательно такого развития событий. Если вот так станет. Когда она это пишет, что типа все, уже сейчас самое дно, хуже уже не будет. Думает ли она о такой перспективе, что, блядь, хуже еще нахуй очень даже может быть? Порошенко теж на губу поїде вслід за Шевченком. Ні, ти що, это разные фигуры. Шевченко хуй знает где, какой-то ватник для народа, да? А Петро Порошенко многими любимый, один из самых популярных политиков в стране. Разница колоссальная. Коли план потужності, друзі, ви що? Не читали, що писав, кстати, також в Твіттері такий відомий політрук Овчаренко, ну, брат Дениса Пушилина, просто, который за Украину воюет. Брат Дениса Пушилина, он в Твиттере написал, ну, вроде как он сам говорит, что он брат Дениса Пушилина, он написал в Твиттере, что, блядь, вот это слово потужней, что вы с него смеетесь, это уже, ну, то же самое, что, в принципе, как и смеялись со слова незалежно, типа, или эти свідоміти, да. Так что, пацаны, на скользкую дорожку вы встали. Одумайтесь, блядь. И слово потужність не використовуйте. А що, їй соберет вещи і поїде зимувати за кордон? Ну ладно вона, а батьки її, папа з мамою, що теж поїдуть? Просто це опитування дає залізобетонний аргумент за договорнячок. Почому? Все-таки це не наші помийки, а один з самих поважних соціологічних центрів світу. Плюс тема, що наші соціологічні центри є помийки. Ну разве що от эта разниця от этих от результатов открывает пространство для дискуссий, типа проблемы, да, социологии. Вот. Почему, типа, такая разница? Это не значит, что все плохо в нашей социологии, просто почему? Надо задаться вопросом, и когда мы на него ответим, тогда уже можно констатировать, плохо чи не. Я понимаю, что это типа я должен был бы сделать, но мне столько не платят, вообще вы что-то нахуй ни хера мне не платите. То ебал я в рот, конечно. Что еще тебе сказать? А что нам какие-то выводы должно давать? Да никаких. И более того, наверное, эти результаты, они нам должны показывать положение дел сейчас. Но люди просто обычно выстраивают картину так, что этими опросами социологии сейчас можно объяснить или предугадать, или предвидеть с какой-то высочайшей точностью, скажем так, будущее восприятие людьми договорняка. Ну, естественно, какого-то невыгодного для Украины, да. Так вот, я считаю, это не так, потому что суть-то в том, да, что мы узнаем, как люди это воспримут, только тогда, когда это случится, и когда не просто случится, а когда оппозиция выстроит линию атаки на власть, да, критики, и начнет людям четко и доходчиво объяснять, что пацаны, блядь, Украину сдали, Зеленский хуесос, то не так, а у нас еще было, и вообще... И вот тогда-то цифры начнут меняться. И тогда-то мы поймем, о каком политическом кризисе шла речь, когда говорили, когда там, например,
бывший министр иностранных дел Кулеба дает интервью и говорит, что невыгодный мир чреват политическим кризисом. Тогда-то придет понимание, что имелось в виду под этим. У Порошенко є цукерки. Є цукерки, да. Ну, я не знаю, які у нього цукерки, мені сложно сказати. Не люблю сладкое. Я вважаю, що головна новина, вот эту я новость выписал, что клоуны ВР 46 раз перебивали и хлопали нашим. Да, я все время понял, на ускорении слушал, это у меня вообще выглядело, блядь, очень дико. Все время вспоминал вот это и гром аплодисментов, и на 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это гром аплодисментов. Але скажу для олдів, Stalker Team Чорнобиль це найкраще, особливо з геймпадом. Мы уже это обсуждали, это, ну, пиздец, ты вдумайся. Ну, троллит же кто-то там, пиарщик его. Просто насколько они, ну, блядь, я не знаю. Это ж просто в этом отражается все отношение к нам. Просто наглый кругом пиздеж какой-то. Ну, нахуя это выдумывать? Я уже сказал, можно же было сформулировать иначе. Зачем выдумывать? Зачем там такие люди, блядь? Манипуляторы, ебать. Написать, что пацаны, спасибо за вклад в украинскую культуру, неоцененный и все такое. Вот недавно нашел, короче, альбом музыкальный, полная сборка музыки из казаков. Снова война, по-моему. Блять, какая же там музика охуєнна. Ох, это вообще, пацани. Список слів для використання в мемах має бути згідно ДСТУ. Там все по ГОСТам. Stalker 2 топ, особливо з вібратором. Є Зеленський, є Україна. Ну такого ніхто не казав. Для алдов скажу, секс топ, особенно с хуем в жопе. Умеете вы все опошлить. Ну-ка с геймпадом. И мне именно просто нравится, особенно с геймпадом. Да, особенно с геймпадом там охуенно. Не, может я как-то сразу, вот, видите, вопрос психологии всяких людей, типа меня, ну, наверняка, как я с каким-то нездоровым психотипом, я сразу начал искать проблемы в себе. Может, типа, есть какая-то консольная версия этой игры, я ебу, может, я не знаю, может, там на бокс X какой-то выходил, там какой-то сталкер, и возможно было в него играть с этим самым, с геймпадом. Гости вже декомунізували, не поширюйте ІПСО, тільки ДСТУ. Ну как, намекал, но не сказал же. Голова болит, язык заплетается. Ну, пацаны, я сегодня шифер тягал, блядь, там. Все такое, но сделал. Крышу, все, сильно легче стало. Чую, що качки спать не пошли, топчаться на улице. Сталкер топ, особливо з модою на мобилизацию сталкерю. Но если бы он сказал, мол, пиздата, что Сталкер 2 наконец нормальным, ну, мне кажется, это что-то прикол потянул. Ну, блин, ну не могут люди такое написать. И причем он там так еще пост начинает. Дивіться. Сейчас я, бля, объясню. Дивіться. Вы не ожидали, что я геймер заядлый? Это, знаете, мне напоминает, ну, простите за такую аналогию, как, типа, известный феномен, когда девочки изображают, что они, типа, геймерши дохуя. Ой, блядь. Ну, вообще есть консольные версии старых сталкеров. Может, он что-то такое играл. Я б поставив мод на Stalker 2, котрий добавить драйвера на вібратор в сраці, щоб при кожному вистрілі вібрував як геймпад від PS5. Блях, L2 играл, Half-Life 2 играл, конечно, очень давно, но сейчас бесплатно взял, бо бесплатно дают, но даже не устанавливал. Про Трампа и ракеты буде в новинах, что и псоха, а что это конкретно? Третьего дня, по совету проверенных комрадов, приобрел новый мега-девайс. Геймпад Stalker 2 Edition. Сразу же, задыхаясь от жадности, раскрыл коробку цепкими лапами и заюзал мега-девайс. Размер – мое почтение. Настоящей глыбой был джойстик. Даже моя привыкшая к суровым армейским будням жопа. А пацаны, почему тут такая вот эта анальная тема все время фигурирует? Жопа. Отказывалась принимать с первого захода. Совместимыми с Олегом Зотовым усилиями забороли проблему. Ощущение АТАС с клавиатурой не идет ни в какое сравнение. Кроме того, вибромотор приятно щекочет простату, видимо. Ты в Black Mesa играл? Не играл. Помню, как вышла она, все вообще были в шоке, я не играл. Я взял, а толку? Типа, я не представляю, когда его установлю. Так я когда-то первый сталкер. Так я когда-то первый в Half-Life взял. Так он и лежит на компьютере, ни разу не был запущен. Не хочу портить воспоминания из детства. Но как я играл, помню, в Half-Life, какие это были эмоції тогда. Кейстіпок написав, що Трамп підтримав дозвіл Атакамс, але не дуже висока посада в нього. Ну що-то весь остальной их нарратив, скорее, в критике. Да, думаю, любой политики, оставшейся власти демократов. Как тут поиграешь, когда раз нахуй проснулся, света нет. Далее уже надо запускать эти нахрючные игры. Эти стримы. Друзья, блядь, задоньте денег. Джихар, где деньги? Там же, ну, нефть добывается на Каспии.
Деньга должна водиться. Давайте, друзья, поднажмем, блядь, и не будем лишать меня мотивации. Я понимаю, что вы все бабки потратили на сталкер. Что-то, блядь, еще учудилось, поняли, с монобанком, что больше не будет никаких мастеркардов у него. Да, это полный трэш. Тупо нулина. Нуліна. По цьому опитуванню видно також темпи падіння підтримки. Проти віддачі у 22-му було 73%, у 23-му упав відсоток на 10%, а зараз аж на 25%. А що далі? Хіба таке прискорене розчарування не буде проблемою вже буквально в найближчі місяці? Ну, цікаве питання. Тут треба... Ну, понимаешь, нужно подумать, что такое будет проблемой, да, то есть если мы реально серьезно относимся к реализации каких-то внутренних планов, то да, и это моя основная критика была до Влады на протяжении всей войны, ну мы об этом еще поговорим, когда план будем обсуждать, то сейчас такие некие планы, ну то есть на внутренние ресурсы рассчитывать не приходится, и единственное, что тут не то, что позитивное, но что-то адекватное, то, что эти цифры и темпы, они более-менее сходятся с моим личным восприятием, вот таким, да, на практике буквально українського суспільства. Ну, в смысле, общаешься с людьми, читаешь, что они пишут там и так далее. На соска, будь ласка. Ну, дякую за сотку гривень. Дети все богачи, которые там поднялись на этом самом. Кстати, ну, Сталкер нанес, ну, просто серьезнейший урон нашей трансляции, пацаны. 57 человек сейчас сидит здесь. То есть все на сталкере. Ну, может, еще виновато то, что я поздно запустил, но я же говорю, делал сарай, света не было, просто полная жопа была. Ну так я же не Андрей Борисович, я же не могу так нагло ссать людям в очи, правильно? А я вот ложил, сталкер, сижу, смотрю, пью пиво, пить пиво кайф. У меня тоже есть пиво, но пить я его, конечно, не буду. Хто на Джокера накидує, на Гро відос вийшов. Ну це їх не перший відос про Джокера. Тот человек там кайфует. Ну я не смотрел видос, только что-то типа отголоски слышал. С какими-то там бимбо катается, блядь, по Европам. Всё, бомба, блин, у него жизнь вообще класс. Агробарони, задумайте, будь ласка, на відео Славка про план стійкості. Відео починає зі слів «Шоу маст в говно». Ну, я тоже пытался посмотреть, но не стал смотреть. Може, це Андрій Борисович натякав так через анальні теми з вібра... Блядь, да чого ви, пацани, за анал уцепились цепкими руками? Я вот люблю такие игры, ну, типа, вообще, да, для людей, о которых все понятно. Как вот это называется? Строительство колонии, ну, вы поняли, да. Игра «Острів» украинская. Какая хорошая, спокойная. Спокойнее Банишеда, где все вымирают постоянно. Ой. Може, Єрмак у людей асоціюється з жопой? Может, и с жопой. Блять, это если опять этого качура заносить на ночь, он заебал. Такой он вонючущий. Як свиня. Как-то он вот больной как-то еле ходит. Но жрет, да хуище. Информационное нагнетание сегодня присутствовало. Птицы пиздец вонючие. Да, ядерка. Ядерка. Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Может передать. А может и не передать, кстати. Может даже и не передать. У меня дед перепелок разводил в клетках, сотнями держал. Невозможно было в хлев зайти. Я вот все думал. Ничего хорошего не жду. Но я и за рубежом. Как можно строить крышу для качок с висящей над головой бусификацией? Хороший вопрос. Деваться некуда, чувак, деваться некуда. Ну крыши же нет, блядь, сейчас снег завтра ебанет, и у меня просто станет больше, блядь, проблем. У меня ебанет снег, и все засыпет нахуй. Деваться некуда, ну а как? Так и все живут, с кем я общаюсь. Деваться некуда, приходится жить. Можна опінію на цей стейтмент, а стейтмент звучить так. Будь-які політичні режими тримаються на суспільній думці. Навіть авторитарні, як у нас. Це моє глибоке переконання. Ну тут треба як-то это, розкривати дефініції, що таке суспільні думки там і так далі. Ну то, що каждая политическая сила, да, в широком смысле этого слова, заинтересована в своей популярности, это факт. Ну, от того и в авторитарных странах узурпируется информационное пространство. Если бы им было похуй на это, то, наверное, была свобода слова. Да? Говори, что хочешь. Каналы какие хочешь, телевизионные, крути. И так далее. Но нет. Это, наверное, может нам говорить о том, что они заинтересованы в нужных настроениях общества. Правильно?
Бусификация отменяется. Значит ли это, что просто начнут по хатам ходить? Ну, по-перше, бусификация термин. Это российская информационная компания. Не было никакой бусификации. Во-вторых, ну, наверное, люди перестанут на улицах отсвечиваться, начнут ходить по домам. Знаешь, есть мнение, что типа демократы сейчас разрешили хуярить своими ракетами под конец своего правления, чтобы еще больше увеличить градус войны. И тем самым в перспективе, если будут итоги этого решения еще больше смертей, не обязательно ядерка, то демократы обвинят Трампа во всех смертных грехах. По мне, это нахрюк ебейший. Ну, мне кажется, что истина здесь посредине. Безусловно, то, что Байден, скажем так, разошелся на такие решения, когда выборы демократы проебали, ну, очевидно, что для того, чтобы как-то осложнить, мне кажется, усложнить процесс там договорняка какой-то. Сложный вопрос, опять-таки, сказать, что республиканское крыло американской политики, да, оно все там исключительно заинтересовано в скорейшем ущербном для Украины договорнике, это тоже не так. И тут уже все намного сложнее становится. Но факт в том, что сейчас все смотрят туда, на пуньцзы, какая будет реакция и насколько выйдет как-то добиться того, чтобы он что-то утворил такое, что значительно всем осложнит жизнь. Я тоже, пишут, кто ее вводил, в смысле бусификацию. Я тоже слушаю министра обороны Украины Рустема Умерова. Он говорит, блядь, что надо отходить от практики бусификации. Ебать, что он имеет в виду вообще? Яка, на твою думку, причина виходу плана війни на 1000-й день, а не на 100-й, чи 500-й? 500-й, да. Ну, на мой взгляд, причина вот этих всех идей, планов, ну, она, понятно, пиарная исключительно. И ты, перед этим писал о социологии, и, очевидно, где-то там причины лежат. Ищут какие-то, скажем так, пути создания себе, и никак не пути, какие-то, в общем, решения создания себе популярности из воздуха. Вот нет, там и пук, и популярность сделали себе. И я сожалею, честно говоря, что полностью я не смог прослушать «Зеленый магазин». Обычно те, кто остался, гонят лютые сказки, а ты как будто без сказок, но хитро как-то. Критика есть, а сам что думаешь, непонятно, не знаю. Я говорю как могу, но опять-таки, тот, кто остался, на нем лежит давление украинского законодавства и еще куча других тонкостей. Я не знаю, я ничего не могу сказать. И то, что вам непонятно, это ваши проблемы. О, блин, карикатуру Times я забыл. Если я правильно понимаю, суть карикатуры Times, пока РФ бьет так разрушительно энергетику, зелья как кролик, это мне напомнило тоже другую карикатуру. Там была экранизация анекдота про то, как медведь пытался подтереться. Там тоже заяц был. Да. Если я правильно понимаю суть карикатуры Times, пока РФ бьет и так разрушенную энергетику, зелья как кролик Duracell на батарейках, но лицо у него грустное, хоть он и энерджайзер, бегает по миру, про свои планы рассказывает. Я более смешное видел объяснение. Это телеграм-канал Башка, украинского политолога. Называется «Политтехнолога». Там в комментариях ему задали вопрос. А почему именно выбрали на карикатуре для Зеленского кролика? И он отвечает, говорит, потому что у кролика потенция серьезная. Ебет как кролик, говорят так тоже. Яценюк, какой Яценюк, пацаны? О чем, бля, мы с вами про одни вещи говорим. Там кролик Дюрасел. У Дюрасела кролик. Или заяц, хуй его знает. Мы будто бы, блядь, вообще в разных мирах живем. Вы не видели ту карикатуру, что ли? Ну или как это назвать? Я просто ее забыл, так бы я вам ее продемонстрировал, потому что я стал добавлять немного в наши трансляции вот такого интерактива. Я еще раз покурю все-таки перед новинами. Ще й, блядь, трошки кавусі залишилось, філіжанка кавусі. Політтехнолог — це броньований політолог чи просто ідейний як Овчаренко? Ну, не хочется тоже как-то за спиной раздавать биографии. Ну, така людина была там в правых кругах. Сейчас, тоже не скажешь, косит, учится. Вроде как учится, последовательно продолжает обучение. Все остальное вы можете у него спросить, да. Вроде открыт к общению. Я, не знаю, стараюсь оценивать с точки зрения того, да, как мне нравится или не нравится он как политолог. И мысли у него крутые бывают. Хотя я, конечно, не переношу людей, которые эти лекции, блядь, бесконечные толкают. Ну, в смысле, вот это, сегодня у нас лекция на тему, и там какая-то вот это круглые столы. Ну, тут каждому свое.
Как тебе инфа о потерях от Wall Street Journal? Не видел? Ничего не знаю. Первый раз чую. Ну, честно сказать, я под конец начал скипать, ну, сильно долго там. В смысле, да, выступление президента перед парламентом. И там он сказал, что мы будем больше полагаться на контрактную армию, чем на мобилизованных. Ну, как-то он так там сдалека зашел, что типа, ну, надо бы по-хорошему больше полагаться на такие вещи. Что вы думаете? Все идет к талонам в магазине, он про контрактную... Ну, в общем, еще пообщаемся об этом, но, к сожалению, не выдержал досмотреть до конца. Долго, блядь, и там аплодисменты, он еще так кричит, на психику давит, реально. На психику давит. Домохозяйки же реально после этого поверили, что нардепы продадут все свои яхты, чтобы контрактников набрать. Я думаю, домохозяйки думают, что у нардепов нет яхт. Ну і дійсно, наверное, не у кожного нардепа є яхта, да? Бачив Вікс, як якась вчителька наїхала на незламного вчителя фізики. Схоже, хоч хтось викупає, що чувак чисто тіктоки знімає, не вчителює. Ну я не знаю, який він вчитель, но явно видно, що он придурок, блядь. Я понял, о ком ты. Было изначально понятно, что он придурок, неудивительно, что он с коллективом не сдружился. Тоже в Твиттере жаловаться, это как второй там есть придурок. Сейчас бы тебе сказать, как зовут его. Но он за дизайн был ответственный букв на станциях переименованных. Станция Зверинецкая. Даль Богдан, да. Что-то он недавно тоже писал какое-то свое честное мнение, я уже не помню на какой счет. Ну, такое же идиотское, как и он сам. И вот так жаль, что вот эта история из его биографии, она всеми забыта. Был человек, который писал ему в Твиттере плохие комментарии. И он жаловался в СБУ и в военкомат, чтобы его мобилизовали поскорее. Сам он не был тогда нигде мобилизован. Написал огромный пост, что вот ходит хуй, пишет мне комментарии. Там я узнал, що це за хуй. Это такой-то, 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 такой-то. Служба безпеки України. А також, особливо, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки города Харкова, там, Київського району. Зверніть увагу, блядь, що ти от хуйсос, вместо того, щоб служити в армії, ходить і мені пишет коментарі. Я думаю, після цього все з людиною понятно. Хотя, может, дизайнер он и неплохой, но в плане лучше, чем обычно, когда они просто украли деньги. Ну, это если о дизайнерских хуйнях. Как зовут того дизайнера? Вы ёбнутые. Я, блядь, говорил же нахуй. Пиздец, пацаны. Я страшно, блядь, не люблю такое. Я же вам, блядь, не армянское радио. Звать его Богдан Гедаль. Богдан Гедаль. Не, ну тут же главное не читабельность. Главное, чтобы красиво было. Обычно заканчивается все печально в таких редизайнах. Какое-то метро было такое с печальным редизайном. Чи Харьковское, чи Львовское. Ну, короче, какое-то метро было с печальным редизайном. Так далі же самі дизайн. Ну я ж не дизайнер. Я хорошо знаю, як у нас в країні це робиться. І це унікальний исключительный случай. Що не стыдно, по крайней мере. Ну, це тоже жизнь насекомых еще та. Да, это история с Твиттера. Просто вот эта история, она сформировала мое его восприятие. До этого он был просто, ну, типа, дизайнер не самый плохой, ну, в плане по меркам тех, кого привлекают к этим державным каким-то проектам, опять-таки вспоминается всегда набросок, как это сказать, не эскиз, план, ну, вы поняли. В общем, цифровая как бы визуализация мемориала военного кладбища. Это был полный пиздец. Ну, то есть сразу понятно, куда делись деньги, и все сразу становится ясно. И вот вспоминая такие классические для Украины проекты, то вот, для меня он был человеком, который выбивался из этой канвы, но потом вот этой историей, блядь, со своим каким-то там человеком, с которым он что-то не поделил, ну ладно бы не поделил, но вот так писать, чтобы его мобилизовали, то есть это вообще сомнительно, по-моему. Він на теремках в кутку будинку камеру поставив, раніше викладав тих, хто ходить посяти. Да, вот те стрёмные, блядь, царь-панельки на теремках, как приезжаешь сразу. Ну реально, если люди ссут. Он еще там с проводом Киевстара боролся, который там что-то висит. Ну, короче. Там реально, там же вот идешь, аж голова, блядь, крутится от того, как зассали, вон такой штин стоит. Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряну тривогу, адже Росія так само божевільна зараз, як і на початку повномасштабного вторгнення. Глава держави закликав допомагати армії і дбати про те, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у власних інтересах. Договорняк буде, але не зразу і не всі його побачать. Как говорил мой знакомый, все будет, но не сразу.
Ну что, товарищи, все забыл я уже, о чем мы должны были говорить. Ну давайте попробуем в любом случае. Куда же нам деваться? Время-то пришло. Так радио мне в память въелась переведенная радиостанция в Fallout 3 с 3 Dog Night. Такой кринж, если задуматься. Но это первый мой Fallout 3. Друзья. О, рейдик от Славика я не увидел, потому что новости читал. Спасибо за рейд 192 людины. Хотя из них, наверное, все уже съебались. А я думаю, что так людей стало дохуя. Ну, це сейчас читать все их мысли. Так называемые. Рейд от Славика. Хорошо, хорошо. 250 тухисов, мы вне политики. Да, главное быть вне политики. Да, говоришь, скорее всего, план стійкости войдет жесткая мобилизация. Можно сказать, что твой прогноз не оправдался. Не, нельзя сказать, потому что это я трактую это как жесткая мобилизация, как Осина Джекосина. Но я трактую лишь событие, которое называется, ну, скажем, решение, да, которое мы называем граничный срок службы. Я думаю, ну, они говорят, что грудью его выносят, да. Я не слушал, опять-таки, все его обращение. Может, он там это упоминал на Ривне тоже, что нужно скорее переходить к контрактной армии, чем к мобилизованной. Ну, это понятно, наверное, невозможно на данном этапе. Ни бабок нет, ни уже возможностей к тому не располагают, потому что для контракта, кроме денег, еще желание надо. Ну, в общем, это все, да, понятно, но я думаю, что, наверное, может, он там даже где-то об этом говорил. Они не скажут, что жесткая мобилизация завтра будет, я думаю, это понятно. Я делаю такие выводы из того, что если введут граничный срок службы, значит, они планируют набрать много людей, значит, мобилизация будет, скажем так, ну, более активная, да, не будем давать окраса, ну, ты понимаешь. Україна вже диктатура чи ще ні? Або прямує до неї? Ну, Україна в специфічному становищі знаходиться. Україна демократична країна в Європі, пацани. Я не знаю, зависит от там определений, да. В Украине есть оппозиция? Есть оппозиция. Оппозиция может критиковать власть? Может критиковать власть. Ну да, сейчас политические процессы отягощены откровенно. Я не знаю, что вам еще сказать. А ты не думаешь, что нельзя публично озвучивать невозможность провести выборы как таковую? Лучше давать на раздор и лучше давить на раздор в окопах. Полно людей уверены, что блэкауты у нас из-за продажи энергетики за рубеж. Адекватные аргументы не работают в массы. Ну, я не знаю, я пытался сказать, что я имею в виду. Просто, когда это говорит заинтересованное лицо, это выглядит плохо. Он и оппозицию критикует как заинтересованное лицо, и говорит о выборах как заинтересованное лицо. Ну, как ни крути, это так, да? Он сам же просто в этом обвиняет своих политических оппонентов, что они заинтересованы во власти, поэтому говорят о выборах. Так же, как и он говорит о невозможности выборов как заинтересованное лицо. И об этом тоже оппозиция говорит. В этом смысле, мне кажется, намного сложнее и интеллектуальнее, и, ну, не знаю, может, эффективнее реально, да, опять-таки, лишает хлеба оппозиции. Это через инстанции действовать. Позвонить в Конституционный суд Украины и сказать: пацаны, скажите, что я легитимный и выборы нельзя. Просто самое обидное, что я-то согласен с мыслью, что выборы проводить, ну, скажем, выборы нанесут Украине серьезный урон. Я вот уже, конечно, насчет нельзя или не нельзя не делаю выводов, бы я уже, честно сказать, не знаю, как эта власть видит будущее Украины, то мне уже сложно сказать. Но и в чем я убежден, это в том, что выборы нанесут вред непоправимой стране. А как об этом говорить? А нужно ли это было говорить с трибуны парламента? Ну, то есть можно было просто сказать, что я хочу, чтобы, блядь, перший пункт — політична єдність. Пацаны, давайте не будем ссориться, давайте вместе коллективно выстоим и все так далее. То же самое по силе, наверное, своей, только менее токсично звучит. Но это уже тонкости политтехнологии. Нужна парламентская форма правления. Как, бля, она нам поможет? Я не знаю, нам сейчас никакая форма правления не поможет. Країни бывшего СССР приречені на пиздец. Ну, что-то, блядь, именно что-то у нас как-то так хуёво. Лучше бы он снова с УЗИ вышел на трибуну. Да, помним это из «Слуги народа». Ну, помним, хоть и не смотрели. Депутатов и чиновников напередок, блядь. Ну, вы даете, пацаны, что же вы пишете? А кто же управлять будет страной? Я видел эту картинку, где типа Росоппозиция такая, результат антивоенного митинга. Не, я тоже мем видел, но потом я видел не мем, а вроде какой-то реальный человек это написал. Ну, может, он стебался. Ну, бо если они реально там такое продают своей аудиторії, ну, это же уже полный, блядь, трешак. Зверни увагу, що у президента був ще один план. Так як же ж тут не звернуть, коли ми його обсуждали? Следующий план стійкості. Какаєм попой, 2, нюхаєм носом, 3, їдім ротом. Ну що ж ви таке пишете, люди? Боже, одне
російське ІПСО захопило чат. Я не можу вже, мені нема що вам сказати, бо це повне російське ІПСО. Тебе из российской оппозиции кто-то кажется более адекватным или никакой разницы? Да никакой разницы, честно говоря, потому что... Тут как раз, понимаешь, ограниченность не ресурсов, а ограниченность возможностей. Типа, тяжело просто ждать. С этой ролью они откровенно не справляются. Много у них проблем, серьезная внутривидовая конкуренция. Опять-таки за финансирование американское. Ну а главное, что вот политологическая чуйка мне подсказывает, что шансов, блядь, нет. Вот оно всегда очень непредвиденно случается. В смысле, если там в России что-то или кто-то сдохнет и что-то начнутся какие-то политические процессы, они там будут в самом, блядь, конце, в самой жопе. И будет что-то одно другое по-любому. О да, ядерная доктрина. Я вчера сразу пошел гуглить how to prepare for nuclear war. Поняла. Что в хате мало что есть из списка необходимого. Да, меня всегда интересовало, вы знаете, в этом типа списке там что делать при ядерном взрыве, и центр там какой-то украинский, блядь, типа ДСНС писал, да. О, кстати, кто может, скиньте то видео, кто понял, о каком я видео. Его сегодня уже в чат кидали в Телеграме. Ну так вот, да, меня всегда интересовало, что помойте голову, ну типа, чтобы пыль смыть. Но не используйте кондиционер. Ебать, где я воду возьму? Шо, как я буду мыть? Ну, пойду запущу генератор, окей. Написано Шторм Shadow, не фейк, ну так. А какой анекдот? А, не, я тут, пацаны, анекдот не... Я понял про зону и про типа подожди, еще не доказано. Я его не могу рассказать, вы его нагуглите, потому что я его не могу на твічі рассказать. Той мальчик може бути політпроектом, як Євген Дикий, громоотвод, да... Я думаю, они все потом собираются и... Да, такое нарочно не придумаешь. Ну, хуй его знает. Я не верю, что такое могло случиться. Как я считаю, языковой закон должен быть, но он не должен запрещать другие языки. Хочешь говорить на русском, говори. Но украинский государственный ты тоже должен знать. Нахуя, почему, типа... Опять-таки, эти люди, которые здесь, они же там, блядь, не с космоса сюда упали, да, когда получили украинский паспорт. Ну, в общем, это уже, блядь, забей. Забавно, что Романенко мочит его за мову, а Карась за то, что гей. Ну, я видел, что Карась за то, что гей, но я не знаю, поддерживать вот это просто, что человека преследуют за то, что он гей. Ну, я хер его знает, пацаны. Не такого бы будущего хотелось откровенно Украине. Может, его еще камнями будут побивать. Ну, чё не. Ладно. Да, просто же мы с этого начинали, что типа, блядь, я считаю тоже, что должны говорить на одном языке, типа там ты, но документы или там, ну реально, язык документа оборот, блядь, да похуй на язык документа оборота, у нас, ну, серьезные социальные проблемы от этого рождаются, какая, блядь, разница, и так до этого он был такой язык документа оборота, и все было нормально. Ні, ну тут явно не можу стати на твою сторону. Гей, чи это, кстати, задержано за использование какого-то слова. Но тем не менее, сообщение в чаті. Ні, тут явно не можу стати на твою сторону. Гей, прям доказував, що бусифікація це Мосфільм та ІПСО, тому виявився реально і там осуждающее слово. Ой, ну ты знаешь, блядь, все понятно, но это не оправдывает каких-то неправовых с ним взаимодействий. Ну, понятно, что он, бля, ебанутый, что тут сделаешь? Типа, я не сомневался в том, что он кретин, типа, мне для этого не обязательно, чтобы он, типа, страдал там, блядь, адово. Чтобы в госструктурах говорили на украинском, достаточно сделать это обязательным критерием в трудоустройстве. А нахуя, типа, это сильно повлияет на качество державного управления в Украине? Они же и сделали, то есть помимо того, что ты там, блядь, у тебя есть сертификат ЗНО, да, вот как у меня есть диплом о высшем образовании, там у меня есть українська мова за професійним спрямуванням. Вся хуйня. Нет, они потратить бабки, они, представь, создали в вот этой всей плеяде державных структур, создали еще одну державную структуру, которая занимается контролем за типа знанием української мови державними службовцями. На ваши, блядь, бабки, пока вы хуй там без соли доедаете, пока вот эти все, блядь, бомжи, у которых хаты поразъебывали на востоке страны, ездят по спортзалам, там вот то теснятся, потом едут назад на оккупированные территории. Все вот эта хуйня обязательно нужна. В чем смысл? Ну и ты сдаешь, тебя приезжаешь, сдаешь сертификат. Это все нихуя. Куплены компьютеры, сидит хуево куча вот этих всех малолеток там, блядь. Ну понятно, любовницы, любовники их, блядь. Все на казенный курс, зарплата плюс премия, потом пенсия. Все мы это проходили, всю эту державную службу. А нахуя? Ну реально нахуя? Это же полный пиздец какой-то. При том, что это ни на что не повлияло. Они сдали этот сраный сертификат, и все. Ну приехала там точмоз каких-то там державної служби регіональної, ну, типа, із какого-то там, условно, обласної державної адміністрації, блядь, этого, сука, Кіровоградщини. Приїхала, ну, здало.
сдало, получило этот сертификат. Хули толку из этого? Абсолютно не понимаю. При том, что оно и дальше, ну, будет говорить на русском, кажется, поэтому что ты сертификатом этим сраным ничего не изменишь. Короче, мне сложно понять, типа, адекватность этого. При том, что требования, ты говоришь, да, достаточно это сделать обязательным критерием. Оно-то и было обязательным критерием знания украинской мовы. Ну, то есть грамотность и все такое. Ну, то есть это, думаю, и так понятно. Просто сверх этого они еще ввели, что у тебя сертификат володения державной мовой должен быть. Нахуя, непонятно. Ну, в общем. Я понимаю, что там немного денег ушло, что там не вся страна разорилась от того, что они создали эту контору, да. Ну боже, иначе у нас так этих денег дохуя, беднейшая страна, блядь. Это ж просто смешно, это нахуй неадекватно. Це неадекватно, блядь. Ну, короче, я не знаю, пацаны. Откуда на Украине оппозиция? Так, ну, да, стена. Не на, а вы, ты шо? Регионалов почти запретили, Компартию запретили, две главные партии страны забанены. Тоже правильно. Забанены, ну просто оппозиция это же не только регионалы, Компартия. Оппозиция это все те, кто не у власти. Ну и вроде как у них есть какая-то, ну окей, с условностями, да, но свобода в плане политической борьбы. По крайней мере, она не запрещена, и они не сидят по тюрьмам. Я не говорю, что мы сейчас самая демократическая страна на Земле. Мы и не были, и уж точно сейчас не стали. И нужно сказать, что я не поддерживал те решения, о которых ты говоришь, в плане там отъема каналов и разного другого расказачивания. Хотя тоже, опять-таки, защищать там олигархат в Украине сложно. Одна из причин нашего отставания. Хотя и важный элемент какого-то политического баланса, да, там, благодаря этому олигархату Зеленский к власти в том числе пришел. Ну, в общем, суть не в том. Безусловно, с определенными ограничениями, неадекватная политика, сейчас понятно, из-за войны. Фактор, по крайней мере, у этого объективный, и ну, нельзя его исключить, да, не в нашей воле. Что не так с антивоенным митингом? Каким, блядь, антивоенным митингом? В смысле, я уже говорил. Думаю, важность там никакая его, потому что они даже с флагом определиться не могут. Это многое говорит об этом митинге. Российская оппозиция и ее вот организация, она похожа на украинскую державу и ее организацию в целом. Как бы это грустно и досадно не было признавать. Да, этим сертификатом только очко вытереть, блядь, а не на выборах его использовать. Очередной, блядь, памятник какому-то, блядь, ну реально бредовому подходу до державного управління. Ну, разве це нас може здивувати? Мабуть, ні. Ну, тоже надо понять, что это все было при каденции Зеленского, большого сторонника и защитника русского языка, когда это касалось его сраного, блядь, абсолютно лишенного таланта произведения «Сваты», обосранного такого сериала для отупления людей. Вот когда «Сваты», о, блядь, как же так, какая разница на каком языке? Ну, в общем, да, то надо сказать, что вот это все, оно-то происходило при его каденции. Так, все, я дочитал чат, блядь. Будем смотреть за доначенного вашего, сука, Олега Соскина, по всей видимости. Донатьте гроши, блядь, пацаны. Чтоб я не был как мовный инспектор из Одессы. Так, донат без комментария. Донат, новости хороши, но не лучше обсуждать после каждой, а то как будто записываешь для Ютуба, а мы ждем. Ну, пацаны, не лучше, мысль теряется. Ну и к тому, что обсуждать, блядь. Обычно дополнения не самые хорошие. Ну реально, извините, да. Чела того поймали в Одессе, а сам он из Киева. Ну да, как говорит Арестович, видимо, как вовлеченный в эту обойму и движуху, что он туда поехал к любовнику. Ну блин, у любви нет границ. Особенно, если это любовь к товарищу. Ну так упиваться тоже этим, я не знаю, блядь. Меня это удручает.